Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео покажу вам простой, шикарный узор крючком, который идеально подходит для вязания летних вещей. Полотно получается ажурное, но при этом оно воздушное и непрозрачное, то есть не будет просвечивать белье. Хорошо держит форму, и такой узор, конечно же, прекрасно подойдет для вязания летних кофточек, рубашек, топов, кардиганов. Этот узор еще часто называют блочный узор крючком. Его фишка — чередование плотных групп столбиков и воздушных арочек, что создает текстуру кирпичиков или окошек. Раппорт узора в ширину составляет 4 петли плюс 1 петля добавляется для завершения ряда, а в высоту повторяется всего 2 ряда. Дорогие рукодельницы, точно таким же узором, только по кругу я вязала кофточку. И смотрите, при вязании по кругу у нас все ряды лицевые, и здесь можно красиво чередовать два цвета. Допустим, здесь я чередовала голубой и синий цвет, получается вот такой красивый узор. И этот узор также можно вот менять, изменяя цвета в рядах, и получается красивая комбинация. Ссылку на вязание данной кофточки я вам оставлю в описании к этому видео. Переходите и вяжите с удовольствием. Для вязания летних вещей таким узором отлично подойдет хлопок или полухлопок. Я буду вязать образец из мягкого полухлопка. У меня это пряжа Янар Джинс. Здесь состав 45% акрил и 50% хлопок. Моточек 50 грамм, 160 метров. Я использую крючок номер 3,5. Как я и говорила, раппорт узора по схеме, смотрите, составляет 4 петли плюс 1 петля для завершения ряда. Я наберу 33 воздушных петли для начальной цепочки. Хотя этот узор можно начинать вязать по любому ряду столбиков, повторяя первый и второй ряд основного узора. Я начинаю с воздушной цепочки петель. Начинаю вязать первый ряд. Смотрите, по схеме первый ряд мы провязываем как изнаночный ряд. То есть все нечетные ряды у нас будут изнаночные, все четные будут лицевые. Это ряды со столбиками с накидом. И начинаю первый ряд с одной воздушной петли. Далее провязываем последнюю петлю начальной цепочки столбик без накида. После набираем арочку 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли начальной цепочки. 1, 2, 3. И в четвертую провязываем столбик без накида. И повторяется раппорт. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли начальной цепочки в четвертую столбик без накида. Всего у меня была набрана цепочка на 8 раппортов узора, и 8 таких повторений выполняю. Заканчиваю вязать последний раппорт первого ряда узора. Здесь я уже набрала 3 воздушные петли, пропускаю 3 петли, и вот в первую петлю начальной цепочки провязываю столбик без накида. Далее поворачиваю вязание, и это у нас идет лицевая сторона. Начинаю вязать второй ряд. И здесь мы начинаем с 3 воздушных петель вместо первого столбика с одним накидом, который располагается вот над последним столбиком без накида предыдущего ряда. Далее делаем накид, и смотрите, на арочке провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее над столбиком без накида выполняем одну воздушную петлю. То есть мы провязали вот первый раппорт, первый блок из столбиков. Далее повторяем. Над арочкой провязываем 3 столбика с накидом и 1 воздушная петля. Вновь 3 столбика с накидом и 1 воздушная петля. Итак, провязываю этот ряд. В конце вязания второго ряда после 3 столбиков с накидом на последней петле столбика без накида провязываем столбик с одним накидом вместо одной воздушной петли и поворачиваем вязание. Далее повторяется раппорт в высоту, то есть повторяется первый и второй ряд.
Третий ряд, начинаем 1 воздушная петля, вершину от последнего столбика предыдущего ряда столбик без накида, 3 воздушные петли. Далее, смотрите, мы пропускаем 3 столбика и в арочку 1 воздушную петлю провязываем столбик без накида. И повторяем 3 воздушные петли, пропускаем 3 столбика и в арочку столбик без накида. Итак, провязываем раппорт узора до конца этого ряда. В конце третьего ряда, набрав 3 воздушные петли, здесь мы провязываем столбик без накида вот в вершину 3 петли подъема в начале ряда предыдущего ряда. Далее поворачиваем вязание и начинаем вязать 4-й ряд точно так же, как второй. В начале 3 воздушные петли вместо первого столбика с накидом. Далее делаем накид, из первой арочки вяжем 3 столбика с накидом. Далее 1 воздушная петля. И повторяется раппорт. Из следующей арочки 3 столбика с накидом. И 1 воздушная петля. Заканчиваем ряд. После 3 столбиков последнюю петлю столбик с накидом. Итак, повторяем 2 ряда и вяжем узор на нужную высоту.